Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Меня зовут Оксана, я косметолог. Сегодня знаете уникальнейший рецепт дрожжевой маски. Маска, в состав которой входят пищевые дрожжи, отлично омолаживает даже самую дряблую, видающую кожу. Сегодняшняя маска хорошо увлажняет кожу, подходит для всех типов кожи. Для достижения наилучшего эффекта сделайте эту маску за час до сна, и утром ваша кожа будет сиять, как после очень дорогого салона. Сделайте эту маску 2 или 3 раза в неделю. Чередуйте сегодняшнюю маску с другими масками, рецепты которых вы можете найти на моем канале. Маска имеет очень пышную воздушную консистенцию. В момент подсыхания отлично подтягивает дряблую увядающую кожу, подтягивает брыли и хорошо убирает морщины. После применения этой маски поделитесь своим впечатлением и напишите свой отзыв в комментариях. И давайте приступим. Для сегодняшней маски нам понадобятся простые доступные ингредиенты. Возьмите пищевые дрожжи. Дрожжи можно использовать как сухие, так и из брикетов. Если вы используете брикетные дрожжи, то разморозьте их перед тем, как приступить к приготовлению сегодняшней маски. Я рекомендую использовать именно сухие, быстрые дрожжи. Дрожжи хорошо уплотняют кожу, хорошо питают, выравнивают оттенок лица. Также в момент подсыхания дают и лифтинг, подтягивающий эффект. Возьмите 1 чайную ложку сухих дрожжей, либо дрожжей из брикетов. Следующий ингредиент для этой маски нам понадобится сок алоэ или алоэ вера. Можно также сок алоэ заменить соком огурца или соком капусты. Сок алоэ, огурца или капусты дает очень хорошее увлажняющее воздействие, предотвращает обезвоженность кожи, идеально подходит для ухода за зрелой увядающей кожей любого типа. Возьмите 2 чайные ложки сока алоэ. Я использую уже готовый сок алоэ. Вы также можете использовать и гель алоэ или алоэ вера. Возьмите 1 чайную ложку геля, разведите кипяченой водой пропорции 1 к 1 и используйте для приготовления сегодняшней маски. Тщательно взбейте все компоненты. В момент приготовления домашних масок не торопитесь и тщательно взбивайте ингредиенты. Соблюдайте не только рецептуру домашних масок, но и порядок добавления каждого компонента, так чтобы он взаимодействовал с предыдущим ингредиентом. Все свои рецепты домашних масок я показываю в реальном режиме времени. Достаточно 7 или 8 минут для того, чтобы приготовить качественную домашнюю маску. На этом этапе маска должна иметь вот такую приятную консистенцию. Соблюдайте порядок добавления ингредиентов, в частности вот в этой маске, если вы смешаете все компоненты сразу и начнете их взбивать, велика вероятность, что маска у вас не получится. Следующий ингредиент для этой маски нам понадобится косметическое масло. Если у вас жирный тип кожи, используйте для сегодняшней маски масло персика либо виноградных косточек. Если у вас сухой тип кожи, то для сегодняшней маски можно использовать масло кокоса либо миндальное косметическое масло. Добавьте 10 капель. И также тщательно взбейте все компоненты. Чтобы усилить увлажняющее воздействие ингредиентов в этой маске, добавьте немного глицерина. Глицерин – это маслянистая, прозрачная, бесцветная жидкость со слегка сладковатым вкусом, не имеющая запаха. Глицерин не используйте для нанесения в чистом виде. Добавляйте глицерин в домашние кремы или маски. Это будет очень активно увлажнять вашу кожу. Добавьте также 10 капель глицерина. И также тщательно взбейте все компоненты. В последнюю очередь добавьте в сегодняшнюю маску мыльный ингредиент. Можно использовать пенку для умывания, пенку для бритья, также с любыми наполнителями. Если у вас нет готовой пенки для умывания, возьмите мыло. Лучше всего использовать глицериновое, оливковое или детское мыло. Натрите на очень мелкой терке 1 столовую ложку, залейте сверху водой.
Подержите на водяной бане либо на медленном огне, постоянно размешивая, так, чтобы получилась однородная мыльная консистенция. В составе сегодняшней маски мыло дает также очищающий и подтягивающий кожу эффект. Нужно взять 1 чайную ложку мыльного ингредиента. Также тщательно взбейте все компоненты до получения однородной приятной консистенции. Эту маску можно хранить в холодильнике в закрытом виде до 5 дней и использовать в недельном уходе, чередуя ее с другими масками, рецепты которых вы можете найти на моем канале. Наносите все домашние маски на подготовленную кожу. Перед маской сделайте кислотный скраб или пилинг. Возьмите 3 или 4 таблетки ацетилсалициловой кислоты 0,25 мг, размочите их водой, так, чтобы получилась кашица, удобная к нанесению. Нанесите этот состав на умытую влажную кожу лица, кожу шеи, кожу зоны декольте. Не наносите кислотную скатку на кожу вокруг глаз. По кожным массажным линиям, делая легкий скрабирующий массаж, скатайте ороговевший слой клеток. Сама процедура не должна превышать более 3 минут. Затем смойте этот состав водой комнатной температуры и приступайте к нанесению домашних масок. Для жирного типа кожи кислотную скатку нужно делать 1 или 2 раза в неделю. Для сухого типа кожи сделайте кислотную скатку 1 или 2 раза в месяц. Наносите домашнюю маску по кожным массажным линиям. Это линии наименьшего растяжения кожи. Держать маску нужно не более 20 минут. Затем размягчите лицо влажным махровым полотенцем и смойте маску водой комнатной температуры. Нанесите питательный или увлажняющий крем. Обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями, мамами, подругами, для того, чтобы как можно больше женщин знали о простых способах омоложения кожи лица в домашних условиях. Всех люблю, целую, обнимаю. Всем мира, добра и красоты. А с вами была Оксана. Увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.